Друзья, сегодня мы с вами обсудим топ-10 ТВ-боксов с поддержкой Dolby Vision. Это значит, что они должны уметь проигрывать 5 и 8 профиль для некоторых видов файлов, которые мы с вами любим, конечно же, посмотреть. Которые вы обязаны брать, конечно же, официально. И это уже ваше дело, где, что, откуда вы берете. Но сегодня у нас именно вот такой вот топ ТВ-боксов. Общий 10 ТВ-боксов с поддержкой Dolby Vision на канале Технозон на осень 2022 года. Поехали! Мы на главной страничке нашего канала. И знаете, все больше и больше у людей появляется Dolby Vision телевизоров, в частности LG, Sony и тому подобных. Ну, там 200CL выпускают, Philips выпускают DV-телеки. И люди уже потихоньку переходят с HDR на Dolby Vision. И прям вот спрос. И прям целый телеграм-чат существует, где обсуждают этот самый Dolby Vision. Так что туда можете идти и спокойненько там общаться. Ссылка в описании под видео. Как в принципе и в ссылке, и обзоры на все те ТВ-боксы, которые мы сегодня будем обсуждать. Я вам скажу сразу, топ формируется не от фонаря, топ формируется по количеству отзывов. На текущий момент у нас этим занимается Алексей, специальный человек, который по количеству положительных, отрицательных отзывов в комментариях, которые у нас есть по тем или иным ТВ-боксам. И данный топ, он получился, наверное, чуть-чуть резонансным, или чуть, может быть, кто-то может не согласиться, но я вам скажу так. Пишите в комментах, с чем согласны, с чем не согласны. Дальше уже будем вступать в дискуссии. Можем, конечно же, еще нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. Ну и проверенные продавцы тоже в описании под видео. На 10 место у нас попал Micool KM2+, в котором Dolby Vision, мы на него делали обзор, это сертифицированный Android TV Box с поддержкой Netflix, в котором Dolby Vision, откровенно говоря, не совсем официальный. Здесь S905X4 процессор, и хотя они не получали Micool, ну хотя это, знаете, это даже не Micool, выпускал Skyward под брендом Micool, и хотя здесь не совсем официальный Dolby Vision, но на телевизорах LG, по крайней мере, у меня он спокойненько Dolby Vision показывает, хотя и в постоянном режиме, ну такое себе. Для Dolby Vision я бы его не совсем советовал покупать, для HDR вообще идеально, хотя это очень интересный ТВ-бокс, он стабильно работает, у него неплохие характеристики на последнем проце, ссылочка на обзор в описании под видео, можете пойти посмотреть. Но теперь давайте так, запомним эту цену, вот за версию 4 на 32, $83, и поймем, что, ну они здесь даже с USB флешкой, и поймем, что есть ТВ-боксы намного интереснее. Поэтому, ну, давайте так, если мы обсуждаем Dolby Vision, то он конкретно декодирует 5 и 8 профиль, при этом DV он выводит постоянно. Это его минус, поэтому 10 место. На 9 месте Minix U22XJ Max. Стоит он невероятно дорого, $174-182. То есть базовая версия $174, и у него есть определенные проблемы с Dolby Vision, особенно при выходе, при просмотре Dolby Vision фильма. Он выпадает в черный экран, либо не срабатывает DV, либо еще какие-то проблемы. Хотя ТВ-бокс сам по себе неплох, но остается проблема сырого программного обеспечения, поэтому это такое тупое 9 место. Здесь S922XJ процессор, при этом урезанный на 1,8 ГГц, правда с Wi-Fi 6. У нас есть версия 4 на 32, по-моему, нет, 4 на 64, да, 4 на 64 версия. Казалось бы, дофига памяти непонятно кому нужно, но при этом он работает. У него очень хороший Wi-Fi, у него неплохие материалы корпуса и сам по себе качество ТВ-бокса достаточно хорошее, если не учитывать ПО, хотя на сторонних прошивках очень неплохо работает. Но тут у нас вступает в игру Chromecast с Google TV. Хотя я очень люблю этот ТВ-бокс, я бы его не советовал покупать. Почему? Потому что Google слепил то, что было, и слепил достаточно неудачно. Данный ТВ-бокс обновляется, но при этом у него нет нормального глобального голосового поиска. Внутри приложение ищет отвратно. Для того, чтобы открыть Play Market, нужно либо квакать
Google Play в голосовой поиск, либо набирать ручками, либо идти в приложение и выбирать его отдельно, потому что вывести иконку этого приложения невозможно. И даже сейчас его привлекательная цена в 49,59 на Амазоне не должна вас ставить в какое-то положение выбора. Почему? Потому что я пользуюсь именно постоянно. У меня единственное, из-за чего я им пользуюсь, потому что здесь пульт универсальный, он управляет и моим телевизором LG, и моей аудиосистемой. Как бы мне нравится, при этом он проигрывает Dolby Vision контент, у него неплохая начинка, S905, вернее, да, S905Y3B процессор с Dolby Audio и с Dolby Vision. То есть здесь Dolby Vision работает и 5, и 8 профиль. То есть я честно вам скажу, он неплох, но только если вы, ну, очень непритязательный пользователь, ничем не ищете голосом ничего, и плюс при подключении, допустим, через какие-то внешние вот такие вот устройства, вот через вот такие вот внешние хабы жесткого диска, с ним очень трудно оперировать. Поэтому он неплох, можете посмотреть мой обзор. А вот Amazon Fire Stick 4K и Amazon Fire Stick 4K Max, они занимают достойное 7 место. Но дело в том, что многие могут не согласиться, они могут сказать, что это очень круто, но здесь мнения у самого народа разделились. Ну, во-первых, сейчас Stick 4K вообще недоступен почему-то, а Stick 4K Max, хотя 4K был буквально доступен еще там пару дней назад, его покупали. Слушайте, можно здесь вот Lite взять, будет, хотя это 1080p, нет. Мы сейчас говорим, давайте тогда говорить о Fire Stick 4K Max. В принципе, ТВ-боксы классные по своей картинке. Они имеют лицензию Netflix, при том, что я забыл сказать, что Minix U22XJ не имеет Netflix, это вот такой вот момент, и подходит только лишь для каких-то растач в 5-7 профиле в МКВ. Здесь Netflix есть, в Fire Stick 4K, конечно же, есть и в Max, и в простом. Если у вас есть возможность еще 4K брать, то я вот простой, то я бы подумал бы, почему, потому что там маловато памяти, как для меня. И почему все-таки я думаю, почему он попал на 6-7 место, я думаю, что народ не удовлетворен тем, что вам придется немножечко танцевать с бубном. То есть здесь все-таки нет полноценного Android TV, это своя Fire TV OS, и нужно кое-что дорабатывать, нужно мириться с какими-то, допустим, ну, не совсем удобными вещами, типа отсутствие полноценных Google Play сервисов, отсутствие полноценного Google Play маркета, и людям это не совсем нравится. Поэтому эти ТВ-боксы оказались здесь. Но, я вам сразу говорю, по картинке, по своей производительности, по Wi-Fi, это действительно один из лучших Fire стиков, вернее стиков на рынке 4K Max. Запомните это название. И если вы все-таки решитесь, то группа по Fire стикам вам в помощь. Там ссылка тоже в описании под видео. Я под обзором на этот Fire Stick 4K Max оставлю. На 5-м месте у нас Yugus AM6B+. Да, он спокойно сейчас работает с Dolby Vision. У него появился U-Player, который доработали сами Yugus, который спокойненько перемалывает эти самые Dolby Vision плеера, нет, Dolby Vision файлы. На него существует Android TV модуль и хорошие характеристики. Здесь Amlogic S922XJ процессор с неурезанными частотами с 2,2 частотой. Здесь Android 9, DDR4 стоит. У него хорошо все по своей производительности. Кстати, я его использую каждый день. Он у меня вот на рабочем столе моем стоит. Это действительно очень хороший ТВ-бокс. Но 5-е место здесь заслужено, потому что какая бы у него, допустим, хорошая картинка не была, вы должны понимать, что, ну, в частности, при отключении шумодава и даже наличие автофреймрейта не дает ему тех преимуществ, которые дают следующие ТВ-боксы. Я вам объясню, какие. Например, на 4-е место мы поставили Xiaomi Mi TV Stick 4K. Объясню почему. Потому что здесь у нас цена 164 бакса, а в Xiaomi Mi TV Stick 4K есть и Dolby Audio, и DTS, и Dolby Atmos, хотя у Yugus это тоже все есть, только там в режиме проброса, но здесь есть и Netflix, и DRM L1, и все сертификаты, он проигрывает Dolby Vision 5-8 профиль, вы можете смотреть с раздачи, вы можете подключить внешний носитель через вот такие вот приблуды, вот такой вот SSD и смотреть точно так же с огромные какие-то фильмы. При этом он дешев, за, допустим, определенные деньги в 49,99 вы можете получить вполне приятный стик.
При этом у него еще и пульт управляет телевизором вашим, то есть есть возможность управлять через ИК, там, включением, выключением, громкостью вашим телевизором. То есть это действительно хорошо получилось. А вот второе и третье место у нас поделили приставки ZIDU. И здесь я вам скажу, разделилось мнение у людей, очень многие топят за ZIDU, несмотря на то, что там некоторые тесты показывают, что у них картинка может быть завалена в некоторых моментах, в некоторых режимах, но при этом завалена имеется в виду в некоторые цветовые температуры, но при этом картинку дают яркую, насыщенную, потому что я оцениваю картинку не техническими способами, а органолептически и плюс слепым тестированием людей, которые используют эти ТВ-боксы. И когда мы, допустим, проводили опросы, да, какие-то по популярности ТВ-боксов, то ZIDU там четко, уверенно занимала второе, третье место, и поэтому они здесь именно и оказались. Плюс преимущество ZIDU. Это больше медиаплеера на самом деле. Здесь можно поставить, конечно, прошивку с Google Play сервисами, но здесь их преимущество в том, что у них есть SATA интерфейсы. В частности, в ZIDU Z9X есть SATA интерфейс сбоку. Сейчас я вам покажу, если откроется. Здесь USB показано. А ну, где здесь? Ах, они не с той стороны показывают. Ну да ладно, вы можете посмотреть наш обзор. Здесь есть захват с HDMI, здесь есть Broadcast, который можно, и они поддерживают Blu-ray диск ISO, они поддерживают Blu-ray диск МКВ, M2TS, MTS, TS, они поддерживают, они настолько всеядные. У них есть поддержка Master Level DSD, Lossless звука, у них отличный Wi-Fi, они поддерживают именно подключение. А вот здесь вот сравнение у нас, видите, двух дисков. Они на Realtek 2х16 на 2х32 более старшая версия. Поддерживают и Dolby Vision, и HDR10+, и поддерживают жесткие диски до 16 терабайт. Вот, пожалуйста, видите, HDR10+, Dolby Vision, DTS, Dolby, и при этом поддерживают нативно еще и 3D фильмы. Хотя какой 3D уже давным-давно, про него пора забыть. Но слушайте, ZIDU действительно, если вы посмотрите обзоры, наши обзоры, то они очень крутые. И чаты по ZIDU тоже существуют, где вы можете задать свои вопросы. Хотя это очень специфические боксы. Я сразу предупреждаю, несмотря на их популярность среди людей, из-за чего мы их, допустим, поставили на второе-третье место, специфика у них есть сумасшедшая. Но на первом месте, как бы не ругали Nvidia Shield TV Pro за его дороговизну, но по Dolby Vision контенту он проигрывает практически все профили. При этом, опять же, сертификация Netflix, у ZIDU нет сертификации. У них есть DRM-L1, у них есть HDCP 2.2.2.3, у них есть DRM-L1, как ни странно. Но нет ни сертификата Netflix, хотя на старте он был. На текущем моменте, там он как был? Там был не сертификат, там был тестовый сертификат, который они не подтвердили. Нужно было закрыть операционку, они это не сделали. Nvidia Shield TV является топовым лидером нашего среди плееров и ТВ-боксов при проигрывании Dolby Vision контента. У них есть Dolby Audio до Dolby Atmos, включая True HD в пробросе. Есть DTS HD Master Audio и DTS X. Есть поддержка Dolby Vision, нет HDR10+, вы должны это понимать, что для телевизоров Samsung это такое себе решение, и нет YouTube HDR, это его единственные два минуса, которые я могу констатировать. В остальном всем здесь классная производительность, один из самых мощных процессоров на рынке, очень хорошая картинка, поддержка, игровых сервисов GeForce Now на нативном уровне, и я мог бы бесконечно перечислять его преимущества, хотя я честно вам скажу, ссылки под видео есть на обзор, вы можете пойти посмотреть, и будет вам счастье в плане понимания, насколько этот ТВ-бокс крут именно в проигрывании Dolby Vision контента. Я вам представил топ-10, вы можете соглашаться, можете не соглашаться, но топ таков. Если интересуют более углубленные знания о каком-либо из этого ТВ-боксов, то наши обзоры вам в помощь. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. До скорых встреч, ребят. Пока.